Я рад приветствовать вас на своем канале Викинг Лайф. И с вами я, его ведущий Сергей Гуд. 8 декабря, ровно год, как мы уехали из Латвии в Россию. И за этот год уже можно подвести какие-то результаты нашего переезда с Аллой в Россию. И в течение года, особенно в последнее время, я от вас получал вопросы. И вот сегодня я сгруппировал ваши вопросы по темам. И у меня получилось основные 3 темы, которые вас интересуют. Первый вопрос, группа вопросов, это о переезде из Латвии в Россию. Потом вопросы о селе Молдаванское. И третья группа вопросов такая у меня получилась, это вопросы про сад, огород и про собаку Орса, которая у нас есть. Но начнем по порядку. Самый, наверное, такой вот вопрос, который чаще всего встречался, и вот подписчица Маняша и Павел К. у меня спрашивают, а скучаете ли вы по Риге? Ну, честно сказать, вот руку на сердце положив, нет, не скучаем. Может быть, еще не так много времени прошло, всего лишь навсего год, как мы уехали из Риги. Но сейчас современные средства связи позволяют общаться не только с Ригой. Да, вот я общаюсь с братом из Австралии, хотя мы не виделись очень давно. Друзья с нами связываются по интернету, через социальные сети, просто так нам звонят. Поэтому мы связь с Ригой поддерживаем. И, наверное, из-за того, что у нас, скажем, более такая активная жизнь сейчас идет, да, скучать просто-напросто не получается. Вот. Второй вопрос. Можете ли ответить, не жалеете ли вы о переезде сюда? Честно сказать, что значит жалеете или не жалеете? Мы приехали на Кубань, в Россию, ну, не прошло, наверное, еще такого времени, да, чтобы сказать, ой, все плохо, или все очень супер. У нас сейчас происходит тот самый момент, когда мы свой быт строим. Да, у нас не все еще устроилось так, как мы хотели. Мы работаем над этим. И, скажем, ну о чем жалеть? То, что мы уехали из Латвии в Россию, что здесь хуже или лучше, ну тут, понимаете как, смотря что с чем сравнивать. Уровень цен в России ниже. Ну, скажем, дизельное топливо стоит чуть больше, чем пол-евро. Вот дорого это или дешево? Батон хлеба, скажем так, вот на евро можно купить 3 батона хлеба. Вот в Латвии вы не купите на 1 евро 3 батона хлеба. Но это вот если так вот процентно сравнивать. Менталитет, ну менталитет, конечно, России ближе. И, скажем так, я здесь себя чувствую с Аллой более комфортнее, может быть, чем в Латвии. Та же самая языковая среда. Здесь я говорю спокойно. И, скажем, я не напрягаюсь, правильно ли я сказал там падежи, правильно ли поймет меня мой собеседник. Здесь я говорю на родном, на русском языке. Вот, поэтому сказать, что жалеете или нет, нет. Вот так. Следующий вопрос. Нравится ли вам здесь и прижились ли вы здесь? Это вот спрашивает сибирячка Надежда Астафьева. Да, вот честно скажу, здесь действительно классно. Меня все устраивает, скажем, и в плане экологии, и в плане расположения села. То есть здесь действительно здорово. Да, может быть, скажем так, до моря не так близко, да, ну 40 километров там, до Новороссийска. Вот, но тем не менее, скажем, с точки зрения экологии, да, хорошо. С точки зрения расположения села, да, хорошо. В плане, скажем, всех вот этих вот плюсов от цивилизации, ну, здесь до города 8 километров.
Вот город с населением больше 60 тысяч, там есть все. В нашем селе живет там где-то около 4 тысяч человек, да, небольшое село такое. Прижились же, да, прижились уже, то есть здороваемся с соседями, есть уже много знакомых уже. Вот как раз переходим к следующему вопросу. Появились ли у вас друзья? Спрашивает Ирина Распа. Сходите ли вы в гости? Вот. Да, мы ходим в гости, у нас есть замечательный сосед буквально через дорогу. Вчера вот просто вот вечером позвонили, сказали, приходите к нам в гости на ужин. Пришли, супруга вот Василия Валентина накрыла стол, мы замечательно поговорили, немножечко домашнего вина выпили, то есть дружеская такая беседа. Ходили в гости и, скажем, к продавцу нашего дома, где мы сейчас живем, к ней ходили в гости, к Нине ходили. Другой, значит, живет на другом конце, скажем, села. Кстати, подписчица тоже канала Викинг Лайв. И не только ходили в гости, она еще ему подарила малину, которую я вот посадил. Вот, так что все замечательно. Забегая вперед, скажу, что довольно много подписчиков моего канала Викинг Лайв, которые живут здесь, в Молдаванке. И были такие случаи, когда мы подходим к магазину, человек из машины выходит: о, здравствуйте, Викинг Лайв, я ваш подписчик. Или вот мы с Арсением идем гулять по улице, и в конце улицы женщина говорит: а я вас знаю. Я говорю: вы Викинг Лайв? Я говорю: да, а вы кто? А я ваша подписчица, мы там с Сибири приехали. Так что людей много, но даже есть такой момент, некоторые подписчики приезжали к нам сюда, встречались с нами. Они благодаря, скажем, каналу Викинг Лайв узнали о Молдаванском, узнали о нашем селе. Люди смотрели ролики, и одни из подписчиков купили дом, который, скажем, мы не купили, но мы его рассматривали как вариант. Вот другой подписчик, Олег, посмотрел, говорит: в вашем селе я не нашел, скажем, дом, который я хотел бы. Вот он купил в соседнем селе, но он там взял, и, конечно, участок земли довольно большой. Вот, в магазин, да, недавно заходили, вот в пятерочку, да, продавщица говорит: ой, говорит, а вас что-то давно не было. Я говорю: ну, работаем, потому что продавцы в магазинах уже узнают. На почте уже не спрашивают паспорт, уже знают наш адрес, да, и мою фамилию. То есть, вот, можно судить об этом, прижились мы или не прижились. Появились ли у вас друзья? Ну, конечно, есть друзья. Ты что, У меня запись идет. А вот и Аллочка пришла. Да. Стульчик возьмешь? Где? На бороде. Вот там. Вот сейчас Аллочка зашла. И следующий вопрос у нас. Хочется что-то женское от Аллы услышать. Алла, скажи что-нибудь женское. Ну вот подписчики спрашивают. Я не знаю, что такое женское сказать. Доброе. Ну скажи что-то доброе женское. Доброе. Ну вы слышали, Алла вам все сказала женское. Интересный вопрос был от Олега Юсова. Да? Как скоро мы начнем поливать грязью Россию? Зачем поливать Россию грязью? Та страна, гражданином которой ты находишься, страна, где ты живешь. Но чтобы, скажем, поливать грязью родину свою, да, страну, ну, наверное, нужно быть, ну, не любить ее, эту страну, да, и делать все для того, чтобы она была неблагополучной. Но было бы, наверное, наоборот, все-таки быть патриотом своей страны и стараться внести какой-то вклад в то, чтобы страна стала лучше, богаче, более процветающая, нежели, скажем, другая какая-то страна. Поэтому мы не собираемся грязью поливать Россию. Вот. Я патриот России, и, скажем так, Латвия – это родина, где я родился. И в свое время все люди, которые до 90-го года родились, они были гражданами СССР. И Латвия, и Украина, и Беларусь – это все была наша одна родина, которая называлась Союз Советских Социалистических Республик. Потом произошли известные события, и страны развалились. И я за то, чтобы, скажем, вот Россия, где мы сейчас живем,
Это была богатая, процветающая, сильная держава. И если что-то будет от меня зависеть, я буду наоборот только, ну скажем, стремиться сделать страну лучше. Но это насколько у меня это получится, скажем, насколько это будет от меня зависеть. Вот. А жаловаться на какую-то там неустроенность и на бытовуху, но эти проблемы есть везде, не только в России, в той же самой Латвии, где мы жили, тоже есть проблемы. И если сейчас вот сравнивать год с того момента, когда мы уехали, я только лишний раз убеждаюсь, что мой выбор был правильный. Россия действительно это богатая, могучая страна с хорошими, скажем, потенциалом интеллектуального, да, то есть очень много умных людей здесь есть. Если кому-то что-то не нравится, ну начните с себя. Уберите мусор в своем огороде, покрасьте забор, не бросайте бумажки мимо мусорников, да, или там не курите на остановках, не матюгайтесь, воспитывайте детей своих как патриоты, и тогда страна изменится. Вот Юра Юсов, а что вы сделали, Олег Юсов, да, для того, чтобы страна Россия, ну я не знаю, живете вы в России или нет, была могущественной, процветающей страной? Вот задайте в первую очередь себе такой вопрос. Почему вы не поехали в нормальные, успешные страны жить? Ну, например, в Норвегию, в Германию, а поехали именно в Россию. Дэн, такой вот подписчик у меня спрашивает. Я русский человек, я гражданин России, еще раз повторюсь, да, я патриот России. И как не русскому жить в России? У меня есть знакомые, друзья, которые живут в Норвегии, в Германии. Но, честно скажу, вот те ценности, псевдоевропейские ценности, да, которые есть в Норвегии, есть в Германии, они чужды. И очень много примеров, когда люди уезжают ту же самую в Норвегию или в Финляндию, женщины рожают там детей, а потом они не могут этих детей забрать. И там много чего нехорошего творится, скажем, по отношению к женщинам, по отношению к маленьким детям. Там навязываются такие стандарты, которые мне противны. Я их не воспринимаю. Я не могу сказать, что это европейские ценности. И у меня есть знакомые, которые имели высшее образование, которые работали на должностях, довольно хороших, приличных, и уезжали в эти благополучные страны, мыть туалеты в гостиницах, таскать тачки в магазинах, там, быть уборщиками и говорить, я живу в Европе. Там нужно работать, и никто тебе хорошее место не предложит. Ты должен быть либо очень сильным специалистом, с перфекто знающим местный язык, там, то же самое норвежский, немецкий или английский язык, быть востребованным специалистом и очень лояльным к той стране, где ты живешь. Я лучше буду жить в России. И, скажем, лишний раз вот то, что происходит сейчас в европейских странах, да, когда там магазины грабят, да, в той же самой Франции, когда вдруг белое стало черным, черное стало еще чернее, и вот эти вот выходы с флагами разноцветными по цвету радуги, ну, я не считаю это за ценности. Может, сейчас мне там камни начнут с другой стороны камеры кидать, да, но мне это не нравится, я не хочу этого. Ладно, дальше мы поехали. Вопрос такой от Димона Трезвого, да, оставлял ли я депозит на границе за свое авто, сколько стоила мне растаможка автомобиля. Я переселялся в Россию по соглашению. Есть такое соглашение между Россией и Латвией, то есть не по программе переселенцев, а именно по соглашению. И это соглашение переселенца, оно дает право беспошлино ввозить одно транспортное средство для перевозки вещей, ну и прицеп, грузовой прицеп. Значит, за свою машину я никакого депозита на границе не платил, и за растаможку я ничего на границе не платил.
Но есть отдельный ролик, как я скажем так, очищал машину свою после растаможки, скажем так, да, есть целый ролик. В двух словах скажу, что любой автомобиль, возимый на территорию России, да, значит, он попадает на таможенный склад, вам нужно ЭРО-ГЛОНАСС установить на свой автомобиль. Вот. Я это все делал в Крыму, в Севастополе, и мне это очень дорого обошлось. Идеальный вариант был это ехать с чемоданом денег, да, и купить все здесь. Но у нас получилось по-другому. Как получить внутренний паспорт Российской Федерации с пропиской, постоянной или временной? Мы с Аллой уезжали из Латвии, я и Алла были уже гражданами России. То есть российское гражданство я оформлял на территории Латвии, получил заграничный паспорт. И с этим заграничным паспортом гражданина России я выезжал уже в Россию. Это намного упростит вам дальнейшие действия. Как получить внутренний паспорт? Есть два варианта. Первый вариант. Мы когда уезжали, нужно, значит, где-то прописаться. Мы приехали в Севастополь и договорились о том с одним человеком, значит, наша подруга общая, я прописался по ее адресу. Почему не прописался по адресу жены, но там должно быть согласие всех проживающих, прописанных в этой квартире, то есть никто не должен быть против. Один человек просто-напросто жил на территории Украины, и поэтому от него согласие получить было невозможно, и, естественно, я бы не получил прописку. Поэтому наши друзья просто нам в этом помогли. Они прописали для того, чтобы я получил внутренний паспорт. Все оформления паспорта, да, мы делали в МФЦ. Еще один такой момент, немножечко забегая, скажем, чуть-чуть назад, когда вы оформляете документ удостоверение переселенца по соглашению в Россию, это как вот было у нас в Латвии, там должно быть обязательно указано, куда вы направляетесь. У нас родственники указали город Астрахань. Для того, чтобы вам указали, это обязательно должно быть указано, куда вы выезжаете, мы получали специальную бумагу, подтвержденную, значит, нотариусом, о том, что в Астрахани по конкретному адресу собственник жилья дает нам разрешение на прописку по данному адресу. На основании этого документа, значит, было оформлено вот это удостоверение переселенца. Значит, когда вы оформите внутренний паспорт, тогда вы можете уже оформлять и автотранспорт. Без внутреннего паспорта вы не сможете ни растаможку пройти. Притом прописка должна быть постоянной, не временная, а именно постоянная прописка. И очень важно это. Если вы будете на своем транспорте въезжать и потом оформлять его на себя, у вас в паспорте должна быть прописка. Есть еще другие моменты. Люди, которые, просто уже я узнавал и меня спрашивали, люди, которые, скажем, имеют гражданство России, только загранпаспорт, но они часто едут, скажем, по делам в Россию, но живут еще в Латвии, они могут у каких-то своих знакомых получить прописку и по месту прописки получить внутренний паспорт. И уже вернувшись в Латвию, обратно у них будет уже два паспорта, заграничный и внутренний паспорт. То есть я знаю таких случаев, да, такие бывают случаи. Можно ли с латвийскими водительскими правами ездить по России? Вот спрашивает Давид Пагаев. Да, можно. До срока их окончания действия, до срока действия этих прав. Но как частное лицо. Если вы собираетесь работать на коммерческом транспорте или категория С, или водителем автобуса, или на какой-то транспортной компании, вы будете устраиваться работать, вам нужно, конечно, будет сдавать на российские права. У меня права еще где-то лет 8 будут действовать, не 8, 9 лет. Я их перед самым отъездом поменял. Значит, вот 9 лет я буду ездить с латвийскими правами. Но я их использую как частное лицо, то есть не на коммерческом транспорте. Есть еще, я просто сейчас с собой не взял, есть приказ Министерства внутренних дел России, согласно которому там так и сказано, что национальные права действуют на территории России до окончания срока действия выданных этих прав той страны, откуда этот гражданин приехал. Там Украина, Молдавия, Беларусь, и вот как я с Латвии.
Ну, это вот первая группа вопросов о переезде из Латвии в Россию. Вторая группа вопросов про молдаванское, наше село. Самый-самый популярный вопрос, который чаще всего задается, почему мы выбрали место для проживания именно в этом селе, то есть село Молдаванское. Немножечко вернемся в историю. Опять же, про это тоже были ролики сняты. Когда мы уже с Аллой решили, что мы уедем в Российскую Федерацию на постоянное место жительства, притом еще в 2018 году мы приезжали в Крым к детям, в Севастополь. Вот, мы планировали переехать в Севастополь. Но опять же, это касается европейской страны Латвии. Мы нигде не могли открыто сказать, что мы едем в Крым. Почему? Потому что Евросоюз Крым не признает российским. И на территорию Крыма можно въехать только с разрешения Министерства иностранных дел Украины через территорию Украины. И вернуться обратно на территорию Украины через этот таможенный пункт определенный там. Вот, без этого разрешения ехать нельзя. При слове Севастополь вообще в Латвии, скажем, как и в Украине, конечно, лихорадка схватывает. И мы не стали просто дразнить зверя, упоминая где-то, что приехав в Севастополь, мы посмотрели, сколько стоит недвижимость. И, честно говоря, продав двухкомнатную квартиру в Риге, за эти деньги в Севастополе даже однокомнатную квартиру невозможно купить. По финансам у нас никак не складывается. В Севастополе довольно высокая цена на недвижимость. Мы стали рассматривать варианты поближе к Черному морю. Мы были в Геленджике, нам очень понравился Геленджик, рассматривали вначале квартиру Геленджика, Краснодар, Новороссийск, Анапа. Но в Геленджике, скажем, совсем очень тяжело с работой, это туристический город. В Новороссийске, в Анапе цены высокие. В Краснодаре, скажем так, посмотрев блогеров, больше узнав о самом Краснодаре, ну, скажем, не совсем нравятся вот эти большие города с их пробками, частенько там заливают дождем улицы. И в целом мы поняли, что мы в больших городах жить не хотим. Поэтому мы с Аллочкой приняли решение, что мы в больших городах жить не будем. И будем искать что-то... Притом мы вначале смотрели вообще квартиру покупать. И в какой-то момент нас озарило, что свой дом можно купить за те же самые деньги, сколько стоит квартира. Но имея свой дом, немножко другие возможности. И нас эта идея захватила, и мы стали рассматривать варианты покупки дома. Мы смотрели, конечно, все ближе к Черному морю, это побережье. Еще раз повторюсь, Анапа, Новороссийск, Темрюк, Тамань. Вот. Но опять же таки, когда начинаешь уже больше этим вопросом заниматься, ты узнаешь больше про экологию. Кто-то жил в этих регионах, рассказывали свои ощущения. Мы очень много смотрели блогеров про Гастагаевское, Варениковское, про вот эти все вот населенные пункты. И потом мы стали просто смотреть по деньгам, что мы себе можем позволить: построить новый дом или купить уже вторичное жилье. Опять же таки, наши друзья сказали: ну зачем вам заниматься сейчас стройкой, уже не тот возраст, да, лучше взять, скажем, старенький дом, немножко там что-то подремонтировать, но во всяком случае в нем уже жили. Вот. И мы стали смотреть участки земли. Вначале думали 10-15 соток, потом поняли, что жить в деревне на 15 сотках это несерьезно, нужно все-таки минимум 20 соток смотреть. Вот. Для нас были определены критерии. Это газ должен быть подключен на участке, должна быть вода, электричество. Чтобы это было недалеко, совсем глухомань какая-то от большого города, мало ли что вдруг случится, все-таки какая-то цивилизация должна быть рядом. И вот мы стали просматривать, смотреть, распечатывали много. Вот. И когда уже мы приехали в Крымск, это было как раз 7 декабря, ровно год назад, у нас большая кипа была всяких объявлений, мы уже созванивались с некоторыми, вот у нас были назначенные встречи, и мы стали просто просматривать. И мы сконцентрировались на Крымском районе. Соотношение цены и качества плюс экология.
Вот. Немаловажно было смотреть, опять же таки, это очень важно, когда вы выбираете дом, что рядом находится, почему продают много домов, с чем это связано. И мы увидели, что где-то свалка асбестовая, где-то подтопление идет, где-то рисовые ячейки, там комары, где-то предприятие какое-то открылось, там еще что-то, там, скажем, Верхнебаканки, там цементный завод, и там очень дешево продают. В общем, все это мы анализировали, и в итоге город Крымск, и вот все, что вокруг него, мы стали рассматривать это как вариант для покупки жилья. У нас была большая кипа объявлений, и в итоге мы начали с села Молдаванского. Мы посмотрели один дом на улице Комсомольская. В итоге мы этот дом не купили, купили наши знакомые, это Виталик и Лена. Вам большой привет от нас с Аллочкой. Вот. И второй дом, это на этой же улице, но, скажем так, наверху села, у нас село на горе находится, мы увидели наш этот дом. Мы еще не заходили сюда, просто походили вокруг, ждали хозяйку. Вот. И я Али говорю, мне здесь нравится. Мы понимали, что бэушный дом это будут какие-то нежданчики, нужно ремонтом заниматься, так оно и получилось. Но нам понравилось само место, расположение, вот ощущение, что да, это наш. Вот мы этот дом и купили. Вот. Дальше. Сколько стоит... еще в дополнение. Работая уже торговым представителем именно по Крымскому району, я ездил довольно много по окрестным селам, вот, и до Славянска на Кубани, до Варениковской, до Абинска, Нижнебаканка, я все это проездил. Могу с уверенностью сказать, что самое красивое село – это село Молдаванское. И это наш самый лучший выбор. То есть мы попали, как говорят, в десятку. Следующий вопрос. Сколько стоит участок земли с домом в вашем селе? Это вот тоже один из таких вопросов. И следующий, за сколько мы купили свой дом? Ну, давайте начнем, наверное, за сколько мы купили свой дом. Значит, наш дом расположен на участке земли в 22 сотки. Газ, вода, электричество у нас подключены. Кроме основного дома есть еще летний дом, есть небольшой сарайчик, есть еще дровник, там бывший курятник. Вот, и, скажем так, стоило нам это меньше 2 миллионов рублей. Эта покупка была оформлена в феврале месяце этого года. Вот, ну, скажем, гораздо меньше, чем 2 миллиона. Мы не тратили все деньги, потому что нужно было оставить что-то на проживание, на ремонт, на непредвиденные, скажем, какие-то вещи. Вот, поэтому от продажи квартиры в Риге мы продали ее за 38 тысяч евро. Вот, деньги нужно было на проживание. Я вам хочу сказать, что это нужно обязательно сделать. Вы рассчитывать должны как минимум, что полгода вы не будете работать и вам должно хватить денег. За сколько можно купить участки в нашем селе? Скажу так, многие уже знакомые приезжали, опять же таки мои подписчики к нам в село, и, скажем, с Ярославля были ребята, вот, с Алтая, они говорят, что предложение уже стало меньше. То есть село-то у нас не растет. Вот, и я скажу так, что участков, именно больших участков, где больше 20 соток земли, фактически не осталось. Была такая тенденция, значит, село отличается, там, скажем, от станицы тем, что здесь большие земельные участки. Наш участок, вот где мы живем, у хозяйки было 37 соток земли. И она 15 соток продала, и у нас сосед вот построил дом на этих вот 15 сотках. 22 осталось. Но есть другие, значит, владельцы, которые сейчас продают по 10 соток. Вот по 10 соток очень много участков, ну, 8-10 соток, и они стоят, скажем, в деньгах, это где-то 440 тысяч до 700 тысяч, смотря там на каком месте и что-то на этом участке есть. Вот по 10 соток много предложений, но мое представление, что жить в деревне и покупать участок 10 соток, это маловато. То есть в деревне должен все-таки быть сад, огород, баня, сарай, курятник, там все такое. Вот. Но это мое мнение. Есть, скажем, еще некоторое количество домов, продают дома, старенькие, там, на 20-25 сотках земли, скажем, или 15. Вот я снимал ролик про одну бабушку, у нее был 15 соток земли, вот старенький дом саманный у нее, значит, она его продала, по-моему, за 1 300 000. Ну, скажем так, за 1 700 000 еще можно что-то найти.
можно найти за 2 миллиона. Вот, вот это вторичное сырье. Ну, скажем, дома, которые уже бэушные, требуется ремонт. Но у них есть неплохие земельные участки, там по 20-25 соток. Несколько объявлений я видел, где 25 соток просто землю продают без всяких строений, там, без газа, без воды, без электричества. Вот. Дальше. Как обстоят дела с комарами в вашем селе? Вот Нюркина жизнь, такой вот ник есть, да, спрашивает. Есть ли школы, детский сад и как с водой? Ну вот я отвечаю, значит, подписчице Нюркина жизнь. Есть комары у нас в селе, ну скажем так, вечером, днем они не кусают. И это, конечно, зависит от того, откуда дует ветер. У нас есть внизу, скажем, возле села речка, да, и там вот с камышей, скажем, с кустов, с травы, да. Если ветер оттуда, да, тогда комары к нам летят. Если с другой стороны, его нет. Но еще раз скажу, мы выбирали участок, чтобы не было рисовых чек никаких, потому что если рисовые чеки, там мошкары будет больше. Вот. Ну, комары, по-моему, везде. Везде есть трава, кусты там и растения. Если школы, детские садики, значит, в селе Молдаванское есть средняя школа и есть 3 детских садика. Так что проблем для маленьких детей не будет. Как у вас с водой? Здесь замечательная вода. Значит, это Троицкий водопровод протянут. Самая лучшая вода, которая идет на Новороссийск. Значит, один из таких примеров: приезжала вот дочка жены из Севастополя, помыла голову, потом звонит маме и говорит: мама, я уже неделю хожу, и у меня ощущение, что я голову только-только помыла. Вот. Мое личное ощущение, я перестал пользоваться кремом, да, потому что раньше в Риге, когда мы пользовались водой, всегда хотелось руки смазать кремом и лицо. Но вот здесь такого нет, поэтому вода у нас очень хорошая. Такой интересный вопрос. Его задал Иван Молдавиан. Я смотрю, у меня, значит, в чате, да, появляются комментарии к роликам на румынском языке. Вот, потом, значит, я ему тоже через Google переводчик отвечал. Вот, ну, в плане того, как вот Google переводчик перевел, понял ли меня Иван или нет. Ну, потом было последнее, что он написал мне уже на русском языке. Интересно, в молдаванском еще говорят на молдаванском. У меня вот соседка, буквально за забором. Значит, первый у нас с ней было такое знакомство, когда я строил колодец 1,5 метра от забора. Вот она пришла очень возмущенная, почему я не спросил у нее разрешения строить колодец на своей территории 1,5 метра от забора. Вот она ругалась на молдаванском языке или на молдавском языке. Вот. Были праздники, я слышал, что играли, значит, музыку, да, и пели песни на молдаванском языке. 30% населения в селе Молдаванском это все-таки молдаване. Вот, но общаются все на русском языке. Я русский, я говорю на русском языке. Со мной по-молдавански больше никто не говорит. Но есть люди, которые говорят на молдаванском. Вячеслав спрашивает, как с электричеством, как с интернетом. Значит, у нас подключен интернет оптический скоростью до 100 мегабит в секунду. Вот, Prime сервис. Есть еще Ростелеком. Тоже предлагают услуги, значит, интернета. 900 рублей стоит в месяц плата за интернет. Поэтому проблем нет. Я не пользуюсь мобильным интернетом. У меня вот стоит рутер, да, здесь, и вот он разносит интернет по всему участку. Даже находясь, скажем, на территории сада, огорода нашего, да, я могу разговаривать через интернет-связь там, и получаю сообщения. С электричеством, значит, все в порядке с электричеством. Сейчас, я уже говорил, значит, очень много строится новых домов. И буквально где-то недели 2 назад у нас здесь как раз занимались в Молдаванском подключением новых линий, трансформатор меняли, были отключения, но это были плановые отключения такие. Вот, за весь год 1 раз, по-моему, в грозу была сильная гроза, было отключение, значит, электричества. Но это в связи с, скажем, вот со стихийными вот такими событиями. Может, где-то там деревья оборвали провода. Вот, а так, в принципе, перебоев нет. В общем-то, как и с водой.
Значит, вопрос от Давида Пагаева и Мега Мартиник, есть такой, значит, подписчик, спрашивает, какие возможности зарабатывать на жизнь, если тут производство. В Молдаванском есть только одно производство, это винное предприятие Левкадия. Сельхозпродукцией не занимаются, выращиванием баранов, там, коров, по-моему, да, и вот сам виноградник. Это вот что касается Молдаванского. В городе Крымске есть консервный завод, и есть еще Крымский алюминиевый завод где-то в сторону Абинска. Были, конечно, предприятия, скажем, домостроительные, там Крымсбетон есть, еще что-то. Вот. Но я работал в торговле, поэтому я искал работу по торговле. По специальности деревообработка здесь ничего нету. Очень много специалистов, я вижу, что связанных с автомобилем нужно, сварщики, механики, электрики, да, это востребовано. Вот. Но в принципе, да, то есть кто ищет, тот всегда найдет вопрос, что вы хотите получить, какая у вас есть специальность. Следующее. Олег Мат спрашивает, а есть ли у вас клещи? Знаете, я как-то даже забыл, что есть клещи, такие вот вредители. Потому что в Латвии мы, когда в лес ходили со зверем, мы всегда приходили с леса, да, и снимали с себя там, ну, очень внимательно смотрели на одежде, чтобы ничего не было. Всегда шли в лес, брали с собой аэрозоль от клещей отпугивающие. А собака у меня как в Риге, так и здесь всегда ходила с ошейником, который отпугивает клещей и блох. Вот. На своем участке клещей я не видел, я не слышал, чтобы у кого-то укусил клещ и у кого-то была после этого какая-то болезнь. Значит, что мы видели? Мы видели, значит, что есть на участке ежики. Мы видели, что по весне несколько раз я гадюк видел, которые ползали. Вот. Но это опять же таки только по весне. Слышал, что где-то у кого-то, значит, на окраине села шакалы и лисы бегали. Ну и есть еще хищники птицы, там орлы или ястребы. Вот, наверное, все. Один раз я, опять же, ролик снимал, показывал, было нашествие стрекоз. Больше ничего такого мы не видели. Альфира Илиади спрашивает, где теплее, в Крымске или в селе Молдаванском? Ну, Альфира вообще живет сама в Крымске. Вот специально пару дней назад я обратил внимание. Значит, был я в Крымске, было там плюс 6 градусов. Еду я к себе в Молдаванку, и у нас в Молдаванском было 3 градуса. Это было ближе к вечеру. Можно сказать, что у нас чуть-чуть попрохладнее, нежели в Крымске. Но в Крымске, наверное, больше транспорта, больше, скажем, какого-то движения людей, поэтому там теплее. Мы находимся на горке, вот у нас, наверное, все-таки чуть-чуть похолоднее. Ну, на 3 градуса точно. Аллочка, не заскучает ли в этом селе? Спрашивает Нина Ника. Ну, Нина, вы же Аллочку знаете. Она лицо творческое, у нее руки чешутся заняться чем-то. Вот она сейчас занимается тем, что готовит себе место, где поставить стол, швейную машинку я ей подарил на день рождения. Она хочет заняться активно батиком, она сейчас куклы делает. У нее такая вот творческая натура, поэтому для ней это очень интересно. И вообще она говорит, я не буду заниматься огородом, это не мое, но вы бы видели, стоит ей только выйти в сад, и она пропадает. Там что-то потяпает, что-то выдернет, что-то посадит, там еще что-то с лейкой побежит. Вот, так что скучать нам не приходится. Ну, на вопросы про Молдаванское я вам уже ответил. Переходим к следующему вопросу. Третья группа вопросов. Вопросы про сад, огород и про собаку Орса. Монина Елена спрашивает. История появления Орса в вашей семье. Почему именно эта порода? Что означает кличка Орса? Как питомец пережил переезд? И почему мы Орса зовем Арсением? Вот эти вопросы от Лены Мониной. Ну, почему что означает кличка Орса? Орса – это кличку придумала Алла. Мы когда взяли щенка, значит, его кличка должна была быть на букву О. Я Алле говорю, Алла, надо придумать кличку. Значит, в кличке должна быть буква О.
И второе, я говорю, обязательно буква «Р», потому что кличка тогда будет такая вот, он все-таки у нас мальчик, да, и должно быть буква «Р», чтобы сила чувствовалась в кличке. Ну и Алла стала смотреть словарь итальянских слов, там один вариант, второй вариант, а потом говорит, вот как тебе слово «орса». Я говорю, а что такое «орса»? «Орса» по-итальянски это означает «медведь». Я говорю, слушай, хорошая кличка, Орса, медвежонок такой. Вот так у нас появилась кличка Орса для нашей собаки. История появления Орса в вашей семье. Ну, скажем, это целое приключение было. Я поехал на тренировку. Вообще, я хотел совсем другую собаку. И опять же таки скажу, есть целый ролик именно про то, как у нас появился Орса в семье. Но в двух словах скажу так. Я думал об одной породе собаки, потом мне сказали, не надо, посмотри вот на такую-то породу, предложили посмотреть Cane Corso. Я про эту породу ничего не знал, когда я прочитал, я в эту породу влюбился. И потом, как-то поехав на тренировку в бассейн, после тренировки я просто зашел в интернет, увидел объявление, значит, по продаже щенков. Я хотел, чтобы щенок был где-то 3-4 месяца. Вот, увидел несколько питомников, которые продают этих собак. Приехал, увидел и привез домой щенка. Продолжим. Ничего не услышала о ваших чувствах усталости или радости от работы на своей земле. Спрашивает Наталья Пуцких. Наталья, ну, чувство усталости или радости. Скажем так, мы стопроцентно городские жители, и для нас это все очень новое, непривычно и нелегко. Но мы знаем, что это нужно делать. Если мы это не сделаем, то у нас не будет результата. Да, это нелегко. Но когда мы срывали со своих грядок лук, петрушку, укропчик, редиску, то это было чувство радости, что это своими собственными руками было выращено и казалось безумно вкусным. Поэтому о радости и чувствах мы поговорим в конце следующего сезона, когда мы получим уже реальный урожай. Как планируете заниматься поливом? Планируем ли систему полива? Какие емкости будем использовать? Значит, будет система капельного полива. Еврокуб у меня уже стоит рядом с колодцем. Нужно просто... Сейчас уже огород фактически спланирован, где все у нас будет расти. Мы уже знаем, где какие растения. Нужно просто заняться и сделать. Ну, естественно, деньги тоже для этого нужно. Спрашивает Монина Елена, где определено место под зелень, томаты, перец, баклажаны, огурцы, картошку. И что еще планируете из огородного посадить, например, капусту. Ну, скажем так, капусту мы сажали, ее больше сажать не будем. Ее ест, наверное, кому только не лень. Все птички, насекомые, бабочки там. Что касается перца, томаты, огурцы. В одних из своих роликов я рассказывал, что между посаженным виноградом, между ежевикой, которую мы посадили, будут натянуты шпалеры, и вот там как раз будут и огурцы, и перцы, и помидоры. Тем более, что одна грядка 25 метров, нам вполне хватит. Что еще? А куры и кролики вас интересуют, спрашивает Людмила Ерних. Конечно, интересуют и куры, и кролики, и перепелки, и цесарки. И первое, что мы планируем, наверное, весной, поставить курятник для бройлеров и для несушек. Один из таких вопросов. Рядом с вами находится питомник Гавриш. Были ли вы там? Смотрели ли ассортимент? Да, значит, я знаю, где этот питомник находится, и когда я работал по Крымскому району, я мимо него всегда проезжал. Вот. Но мне бросалось в глаза, что в основном там декоративные растения. Когда я заходил к ним на сайт, из плодово-ягодных деревьев был небольшой ассортимент. Вот. И особо, конечно, цены там, конечно, ниже, чем в других питомниках, то же самое через интернет. Но, честно скажу, мы с Аллой ни разу там не были. Видели их фирменные магазины, семена. Вот. И все, что нам интересовало на тот момент, мы купили в других местах. Может быть, когда мы будем оформлять зеленью свой участок, мы тогда и елочки там купим, и пихты, и можжевельник, там, и сосны, и какие-то другие
Вот, ну, пока нет, пока нет. Ну вот, ребята, я, наверное, ответил на все основные 3 группы вопросов, которые у меня спрашивали. Это вот такой маленький, вот, значит, как дедлайн, подвели черту. Год нашего пребывания в России, в Молдаванском. Вы недавно смотрели видео про то, какой у нас успех или неуспех, наше достижение на саде, огороде, что мы посадили. А это ответы на ваши вопросы. Поэтому пишите, спрашивайте. И, как я говорю, стучите в бубен, ставьте лайки, если понравилось. Если не понравилось, не ставьте лайки. Это с вами был я, Сергей Гут, и канал Викинг Лайф. Пока!